Вітаю вас, шановні співвітчизники, и здравствуйте, все добрые люди. Ну что, не успели страсти остыть по коронавирусу, как уже у нас подогреваются новые насчет того, что грядет эпидемия, которая может затронуть все человечество, и называется эта эпидемия вирус обезьяньей оспы. Это вирус, который входит в группу вируса обычной оспы, вируса коровьей оспы и лабораторно выведенного вируса для получения вакцины. Ну, на самом деле, если быть честным, то с вирусом обезьяньей оспы человечество столкнулось еще в 1958 году, когда в Дании в группе обезьян, которые были завезены для проведения лабораторных исследований, возникла вспышка этого заболевания, которое напоминало оспу, и поэтому заболевание назвали обезьяньей оспой. То есть в 1958 году было впервые отмечено это заболевание у животных. А впервые у человека оно было описано и выделен вирус в 1970 году именно от человека в Республике Демократической Конго, это в Африке. И вот с тех пор считается, что вирус обезьяньей оспы является эндемичным, то есть присущим некоторым районам Африки, где он находится в качестве резервуара в различных животных. Ну, точно не установлено, грызуны ли это или какие-нибудь другие животные, но тем не менее одно уже можно сказать, что этот вирус может переходить от животных к человеку. Ну и соответственно в Африке то там, то сям появляются вспышки этого заболевания. И, кстати, насчитывается два штамма этого заболевания, две разновидности. Западная разновидность такая более мягкая, а центральноафриканская более злая разновидность. Что же это за вирус такой? Ну, он принадлежит к семейству, которое называется покс-вирусы, и род ортопокс-вирусы. Этот род, как я уже сказал, включает в себя еще несколько вирусов оспы. И характеризуется обезьянья оспа почти таким же течением, как обычная человеческая оспа, но гораздо более легким течением. И если мы посмотрим на летальность, которая возникает от вируса обезьяньей оспы, то она может достигать 10% в случае вот этого центральноафриканского варианта и достигает 3,6% в случае западного варианта, западноафриканского. Пользуясь случаем, хочу вас проинформировать, что если у вас есть проблема набора лишнего веса, вы постоянно боретесь с тем, что набираете лишние килограммы, и это вам дается с большими усилиями, то у меня есть специальный курс, который называется «Как перепрограммировать организм и навсегда стать стройным». Этот курс позволит вам, снизив вес, постоянно быть стройным, не прилагая никаких усилий. Также у меня есть курс для людей, которые борются с повышенным артериальным давлением, с гипертонией. Этот курс называется «Как вылечить гипертонию без лекарств». И, наконец, есть у меня также курс для тех людей, которые заинтересованы в увеличении продолжительности своей жизни и особенно в увеличении продолжительности здоровой жизни, препятствованию старости и сохранению молодости как можно дольше. И ссылки на все эти курсы вы можете увидеть в описании под этим видео. А почему так спохватились сейчас по поводу этого вируса обезьяньей оспы, который известен уже так долго? Да потому что случаи начали регистрироваться в тех районах, в тех странах, в которых раньше их просто-напросто не было. То есть были раньше, конечно, случаи привозные, между прочим. То есть были и в 2003 году случаи в США, например, и в 2021 году. Но почему-то с 13 мая начало регистрироваться большое количество этих случаев. И в тех странах, в которых вообще нету никаких обезьян, нету никаких грызунов африканских, это до сих пор является неизвестным, почему, откуда там они возникли. Но тем не менее, если мы посмотрим сейчас на отчет Всемирной организации здравоохранения, то по состоянию на 13:00 по Гринвичу, на 21 мая 2022 года, мы увидим вот такие цифры. Итак, в Австралии от 1 до 5 случаев подтвержденных, Бельгия 1,5 случаев, подозревается 1,5 случаев, Канада 1,5 случаев, подозревается 11-20 и так далее. Больше всего в Португалии 21-30, в Испании 21-30 и в
Великобритании 21-30. Всего случаев 92 зарегистрировано и подозревается еще у 28. Ниже представлена карта по плотности выявленных случаев. И в то же время в странах, которые являются эндемичными, в которых есть природные резервуары этого заболевания, мы видим, что с 15 декабря 2021 года по 1 мая 2022 года в Камеруне было 25 случаев, при этом меньше 5 смертей было. В Центральноафриканской Республике с 4 марта по 10 апреля 2022 года было 6 случаев, смертей меньше 5. В Демократической Республике Конго с 1 января по 1 мая 2022 года аж целых 1238 случаев, при этом смертей наступило 57. И в Нигерии с 1 января 2022 года по 30 апреля 2022 года 46 случаев зафиксировано, смертей 0. Как вы видите, пока что не было зарегистрировано ни одной смерти в развитых странах от именно этого вируса обезьяньей оспы, но считается, что этой болезни вот в данный момент подвержены больше мужчины, которые практикуют секс с мужчинами, а также люди с ослабленным иммунитетом, ну, например, это дети, и могут быть также больные, инфицированные вирусом иммунодефицита человека или развившимися СПИД или какое-нибудь другое иммунодепрессивное состояние. Как же это заболевание передается? Передается оно либо от человека к человеку прямым воздушно-капельным путем, то есть попадает оно на слизистые, которые расположены у нас в глазах, нос, рот и на поврежденные участки кожи. Переносится вирус от больного человека крупными каплями, то есть они не летят далеко в воздухе, а, например, при разговоре там, или при чихании, они очень быстро оседают вниз, и считается, что около 30-40 сантиметров только вот опасен такой человек, инфицированный вирусом обезьяньей оспы для окружающих. Но, кроме того, распространение может происходить еще и через предметы обихода, и через постельное белье, и через чужую одежду. Источниками распространения вирусов служат сами отделяемые из поверхности кожи или из слизистых. Как же все это дело развивается? Инкубационный период, то есть время такого немого существования болезни от попадания в организм человека до проявления первых симптомов, занимает около, по разным данным, от 5 до 13 дней, но считается, что может даже продлеваться до 21 дня. После этого наступает продромальный период, когда еще нету никаких высыпаний, но уже у человека развиваются симптомы такие общие для всех простуд. Это ломота в теле, сильная лихорадка, головная боль, слабость. И вот в это время уже могут развиваться увеличение лимфоузлов. Причем вот увеличенные лимфоузлы – это то, что отличает обезьянью оспу от натуральной оспы. Увеличиваются лимфоузлы чаще всего симметрично, подчелюстные узлы, шейные узлы, подмышечные узлы, паховые лимфатические узлы. И буквально через 1-2 дня от того, как начали увеличиваться лимфатические узлы, начинают появляться первые высыпания на слизистой рта, то есть на языке и на внутренней поверхности щеки. Через 1-2 дня от этих высыпаний начинают появляться пятнышки на коже, розоватые пятнышки. Чаще всего они, вернее характерно, что они развиваются вначале на лице, а потом распространяются на руки-ноги. И эти пятнышки называются макулы, то есть они имеют просто розоватый цвет с ноготь мизинца где-то и не возвышаются над поверхностью. Затем через 1-2 дня существования этих пятнышек, эти пятна начинают возвышаться над поверхностью, и макулы превращаются в папулы. То есть папула — это такое же пятнышко, но возвышенное над поверхностью, красноватого цвета. Соответственно, тоже папулы существуют 1-2 дня и потом переходят в следующую стадию, которая называется визикулы. Визикулы — это пузырьки.
Пузырьки сначала содержат такую мутную жидкость, полупрозрачную. 1-2 дня они просто существуют, затем эти пузырьки начинают наполняться гноем. И вот когда пузырьки начали наполняться гноем, они уже называются пустулы. Пустулы уже, соответственно, существуют потом 5-7 дней. Потом они подсыхают, покрываются струпьями эти пустулы, и затем эти струпья через еще некоторое время, тоже через 5-7 дней, отлущиваются, и начинают формироваться рубцы. Причем рубцы могут быть атрофическими, такими вогнутыми, как при оспе, то есть оставлять не очень приятную эстетическую картину. И, соответственно, весь период заболевания длится около 2-3 недель. Если его не лечить, оно само по себе проходит, иммунитет срабатывает. Ну и, соответственно, единственное, что мы не можем, конечно, оставить это дело без лечения, потому что все-таки никто не отменял такую высокую смертность. А существуют ли в настоящее время способы лечения? Таких специфических способов лечения обезьяньей оспы не существует. Вот так, чтобы был разработан препарат, который именно был специфичен для обезьяньей оспы. Поэтому применяют другие противовирусные препараты, которые, собственно, могут обладать и таким же эффектом хорошим на вирус обезьяньей оспы. Но сразу хочу сказать, что тем людям, которым сделана была прививка в детстве от натуральной оспы, например, вот мне сделано, моему поколению тоже сделано, потом уже там через какое-то время перестали делать эти прививки. Так вот, у этих людей вероятность заражения низка, около 15%. Считается, что в 85% случаев обычная прививка от оспы, которая была сделана в детстве, она людей защищает. Ну и если она не защитила, то существуют препараты. Например, всем известный цидофовир и его более щадящий аналог бринцидофовир. То есть эти препараты обычно используют для лечения цитомегаловирусной инфекции у людей, у которых поражена иммунная система. Но тем не менее показано, что он эффективен и против вируса обезьяньей оспы. И еще один препарат, который называется текаверимат, он тоже эффективен в отношении обезьяньей оспы, но, правда, его эффективность была проверена на лабораторных животных, на людях только считается, что он будет эффективен против обезьяньей оспы, но тем не менее. Ну и, наконец, если не препараты, то есть еще вариант введения человеческого иммуноглобулина от тех людей, которые были раньше вакцинированы против вируса оспы. То есть из крови людей выделяют иммуноглобулины, которые были получены в результате вакцинации. Эти иммуноглобулины обладают воздействием на вирус обезьяньей оспы. Ну и кроме этих средств еще, естественно, изоляция, еще, естественно, и ношение средств индивидуальной защиты. Это и карантинные меры. Ну, то есть тут все как обычно при всяческих противоинфекционных мероприятиях. Отмечу еще, просто напомню, что антибиотики для лечения вирусных инфекций неэффективны. То есть те антибиотики, которые мы привыкли использовать для бактерий, они совершенно не воздействуют на вирусы. Поэтому вся надежда на противовирусные препараты. И также в качестве лечебной меры еще используется и вакцина от оспы. То есть она сейчас широко недоступна, но может быть применена в случае контактирования с обезьяньей оспой, и считается, что вакцинация спасает вообще от заболевания или делает его очень легким. Итак, что можно сказать, подведя итог всему этому? Ну, во-первых, инфекция все равно уже знакома человечеству приблизительно 64 года. То есть это не такая ситуация, которая была уже с COVID-19, когда люди встретились с SARS-CoV-2 вирусом, они не знали, что делать, как он себя ведет и так далее, не было никакого разработанного лечения. В настоящее время все-таки с вирусом обезьяньей оспы врачи знакомы, это заболевание, в общем-то, существует в центральноафриканских странах. И уже известны подходы, как к нему относиться. И, скорее всего, по моему мнению, это будет что-то как с вирусами Эбола, Зика, лихорадки Конго и так далее. То есть, да, таких неприятных, страшных заболеваний, но, тем не менее, эти заболевания хорошо изучены, уже есть меры, которые позволяют локализовать эту инфекцию.
И поэтому вряд ли нас ждет, конечно, такая страшная ситуация, которая была при начальных этапах распространения пандемии SARS-CoV-2, коронавирусной инфекции. На этом все, дорогие друзья. Относимся к этому заболеванию серьезно, но без паники. Спасибо, что досмотрели до конца. Хай щастить и слава Украине!